Всем привет, привет. Меня слышно? Сейчас я музон отключу. Так, расскажи, пока не начал, как правильно оценивать, что SMT недельного цикла, дневного цикла или 90-минутного будет валиден, истинным. На что смотреть? На bias? Сначала надо смотреть на SMT, который формируется между месячными циклами. Потом надо смотреть на недельный и дневной. Чем старше SMT, иерархия таймфрейма, тем сильнее он будет давать сигнал. И каждая SMT, которая будет синхронизованно формироваться со старшим таймфреймом, он будет валиден. А все SMT, которые будут формироваться против этого направления, они будут служить для отката. Окей. Так. Месячный таймфрейм. Надо начинать все с месячного, со старшего таймфрейма. Так, давайте начнем со старшего. Посмотрим всю триаду. Так. Вот на месячном таймфрейме у нас есть SMT между NASDAQ и остальными. Допустим, вот это. Вот это SMT. Это сигнал для шортов. Вот тут. И если, допустим, вот этот месяц, это был январь месяц, внутри этого цикла, это уже месячный, когда недельный внутри уже, если перейдем на неделю, и SMT будет формироваться в направлении шортов, все SMT, эти SMT будут валидными для расширения. Все SMT, которые будут формироваться против, они будут для отката. Потому что у нас месячный таймфрейм, SMT, он главный показывает направление глобальное. Ладно. На месячном у нас
у нас пока шартовое состояние, потому что все свечи закрываются внутри диапазона этого, но пока не было никакого такого закрепления, да, если смотреть на свечи. Общий байс, контекст на месячном шорт. Так. Сейчас посмотрим еще раз. Шорт, окей. Если шорты, докуда он может дойти, да, потому что мы здесь уже сформировали свинг-структуру, то есть это уже можно брать за dealing range. Это low, это high, да. Если разделим на квадранты, окей, вот тут у нас эквилибриум. И плюс внизу есть зоны имбаланса, которые не были протестированы. То есть это магнитные зоны. Как минимум до вот этого эквилибриума можно ожидать то, что цена сделает манипуляционное движение. Но скорее всего это будет уже по квартальной теории в Q2. Это будет в Q2. Так, сейчас посмотрим, где это. Вот наш Q2 здесь начинается. То есть с апреля. То есть к апрелю мы можем уже прийти вот именно в этот диапазон, к эквилибриуму. Если разделим это на премиум и дискаунт, вот, получается ровно половина этого диапазона находится вот здесь. И именно к апрелю, то есть у нас будет Q2 годового цикла от апреля до июля. От апреля до июля. Значит, январь, февраль, март. И апрель, май, июнь. До июня. 3 месяца. Значит, это будет, мы можем ожидать здесь манипуляцию. Но начало, оно может начаться уже с конца февраля, то есть со следующей недели. Но это мы разберем. Пока на месячном у нас показывает именно такой график. На недельном. Так, перешли на недельный. Что мы имеем на недельном таймфрейме? Так. Вот здесь мы сформировали SMT опять снова, да, повторно. Так, хай был здесь. Вот, да. Вот тут хай. Здесь. Итак, у нас тут сформирован был SMT, которая дала вот это движение. Это шортовое движение. И если рассматривать это через концепцию Double Purge, да, потому что тут прям явно видно, что формируется Double Purge. Мы сняли одну сторону, вот эту ликвидность забрали, и закрылись внутри рейнджа. И как я преподавал, говорил на курсах, если мы забрали эту часть, то вторая часть это будет начало этого движения, которое сформировало вот это все. И у нас начало приходится вот на этот уровень, то есть лоу ноября. То есть в недельном таймфрейме тоже цена движется в шортовом направлении, но она, конечно же, не будет сразу спускаться вниз. Она будет делать это все через order flow. Пока у нас рабочий диапазон, вот это предыдущая неделя. Вот. Так. Это неделя. То есть previous week low.
и previous week high. Что тут мы имеем? Мы имеем на недельном таймфрейме вот этот rejection блок, который является опять-таки магнитом для цены. Так. Магнитом для цены. И он находится внутри предыдущего rejection блока, вот этого. А все свинг-хаи, которые находятся внутри диапазона rejection блока, они являются обычно ликвидностью. То есть вот эта ликвидность, это тоже ликвидность. То есть обычно алгоритм он забирает, возвращается, чтобы забрать эту ликвидность, и только после этого разворачивается и начинает движение по направлению основного тренда. Итак, на дневном таймфрейме. На дневном таймфрейме после вот этого дисплейсмента, то есть дистрибуции в шорт, где мы забрали ликвидность, зачистили вот отсюда, затем сформировали SMT-дивергенцию и развернулись. Вот тут у нас была SMT-дивергенция, развернулись. И если разделить вот этот dealing range, вот тут у нас high был, dealing range, и тут low. Вот этот range, это у нас рабочий range получается. И еще когда цена была здесь, я делал прогноз, то, что цена сначала должна подняться в премиум, там протестировать POI и сделать откатное движение. Это был прогноз от 7 февраля, когда еще цена находилась вот здесь, да. Так. Вот этот прогноз. Шестого февраля был сделан, да. И вот я прогнозил то, что цена должна подняться в премиум, там протестировать POI, забрать ликвидность и затем сделать либо полный разворот, либо одно откатное движение. Вот тут мы ожидали именно такую реакцию. Да, запись будет, конечно, в YouTube же. Запись будет. И как мы видим, цена сделала именно такое же движение. Вот мы поднялись в премиум, протестировали здесь ордер блок, затем развернулись, и цена сейчас находится вот тут. То есть сейчас начнется новая неделя, это вот текущая неделя, где мы проторговали. Это все до анализ. И тут мы ожидаем, что если это откатное движение, то мы здесь должны развернуться и продолжить движение по направлению к премиуму, к buy-сайду. Если нет, то мы должны закрыться вот за low этим телом свечи. То есть прогноз был у меня такой, идея была такая. И это дневной таймфрейм. Если посмотреть на S&P он уже сделал глубокий откат в премиум. Вот, достиг этих хаев, он сделал очень глубокий откат и потом опять развернулся. Так, дневной таймфрейм. Все лишнее удалю. И что мы имели к началу этой недели? У нас был тут на дневном таймфрейме имбаланс дневной. Да. И к началу недели у меня была какая идея? Если мы собираемся падать вниз,
То есть у нас есть таргеты, вот этот лоу ноября, потом этот лоу и здесь лоу предыдущей недели. То мы должны сначала сделать одно движение в премиум, протестировать этот дневной имбаланс, то есть сбалансировать этот диапазон и затем только после этого развернуться и падать вниз. Потому что S&P 500 и сейчас Dow Jones. Dow Jones вообще он сформировал АТХ, то есть all-time high. S&P 500 сделал глубокий откат в премиум. Только NASDAQ, инвалид, он не смог подняться. То есть из всех этих трех сильный актив для шортов, сильный актив это был NASDAQ. Все остальные были слабыми, поэтому они сделали глубокий откат. Один Dow Jones вообще сформировал all-time high. И к новой неделе идея такая, то есть если цена удержится здесь, в этом диапазоне, то будем работать в шортовом направлении. Если цена пробьет этот диапазон, то будем работать уже в лонговом направлении. Это на дневном таймфрейме. Но пока что байс дневной, мы видим то, что вот эта свеча закрылась внутри диапазона предыдущей свечи. То есть к понедельнику может быть откатное движение к этому диапазону. И если не в понедельник, то в следующий день. Потому что здесь свеча, она хоть и закрылась внутри диапазона, но мы сделали сначала движение по направлению лонгов, но не смогли удержать цену здесь. И то есть тут цена получила сильное сопротивление, и обратно ее вернули почти к открытию, уровню открытия. Поэтому здесь нейтрально пока особо ничего что-то сказать сложно. Но однозначно то, что цена внутри этой недели придет сюда, и затем здесь можно было ожидать реакцию. Тут в начале еще этой недели у нас есть здесь диапазон ERL. И у нас есть диапазон RL. Потому что байс основной глобальный от старшего таймфрейма шортовый. И есть вот этот магнит еще. Дневной rejection блок. Rejection блоки, они очень сильные уровни протяжения цены. Особенно, если у вас формируется rejection блок на старшем таймфрейме, цена обязательно притянется к ней, будет. Короче, не знаю из-за чего, в связи с чем, но OBS у меня тормозит, поэтому связь может иногда обрываться. Так, 4-часовой таймфрейм. Здесь я отмечаю у нас в премиум 4-часовой имбаланс, куда мы уже пришли, протестировали и получили реакцию здесь. То есть, получается, мы уже ERL сделали, да? И тут вот эта ликвидность у нас будет первым. Так, RL ликвидностью. И теперь что здесь мы имеем? До открытия новой недели мы всегда должны смотреть внутри какого рейнджа формируется цена. Блин, почему опять херово? Качество херовое вообще, блин.
Как исправить эту херню? Ошибка. Так. А вот качество хорошее же. Нормально, да, показывает? Да, YouTube, конечно, блин, тормозит. Все, хорошо. Продолжим тогда. Итак, когда цена, допустим, вы открыли график, вы должны всегда определить рабочий ваш фрейм, да? Как это будет на русском языке, мне сложно. То есть рабочий диапазон, скорее всего, так будет правильно, рабочий диапазон. И вот цена находится здесь. Рабочим диапазоном у нас будет dealing range, внутри которого цена находится. И этот dealing range является вот этот high и этот low. Это локальный dealing range. Локальный. Глобальный у нас вот этот. Локальный этот. И его мы сначала должны разделить на премиум и дискаунт. Так, мы разделили, мы увидели то, что цена спустилась в дискаунт. И в дискаунте мы протестировали вот этот 4-часовой таймфрейм, имбаланс, и получили от нее реакцию. Затем мы развернулись и пришли в диапазон этого 4-часового имбаланса. И как мы видим, мы здесь снова получили реакцию, и цена развернулась уже внутрь. То есть цена находится между двумя этими POI, между двумя этими имбалансами. Теперь перейдем на M15. На M15. Так, я сделаю вот так шире, чтобы было лучше видно. Итак, если так посмотреть, вот в таком положении, что мы тут можем увидеть? Подсказка MXM. MXM. Кто знает, вот это что вот за формация? Что можно здесь ожидать? Именно исходя от вот этого всего. Вот эта часть и вот эта часть. Что вам что-то подсказывало, когда вы делали анализ? Здесь MMXM модель. MMXM модель. И плюс MMXM модель. Если кто-то смотрит уроки трейдера, MMXM трейдера, то внутри его уроков, из последних уроков, есть такая тема, то есть Deferred Delivery, то есть доставка, поздняя доставка, можно так ее назвать на русском языке. Так, сейчас. Это вот такая модель. Когда формируется MXM модель у вас, цена после первого Silver Bullet, она делает displacement, затем приходит, тестирует ордер блок и отсюда получает реакцию. Затем обратно возвращается в range, забирает ликвидность и формирует high resistant ликвидность, и после этого получается сильное смещение. Вот тут такая же схема сформировалась здесь. Вот цена пришла. Так, если на часовом таймфрейме, вот часовой таймфрейм, и здесь вот тестирует этот ордер блок, получает реакцию, и к этому моменту вот
до вот этого времени. Здесь уже сформировали low resistant ликвидность. Вот. Всю сбривает эту ликвидность, и затем вот получается идет смещение. Шорт. Итак, здесь открывается уже новая неделя, понедельник. И в понедельник, исходя из этого вот этого всего, можно ожидать то, что цена, так как мы уже забрали ликвидность, вот тут была формация different delivery. Вот эта вещь. Different delivery. То есть она была. И основываясь на эту концепцию, можно было ожидать то, что следующим таргетом у нас будет вот этот sell side. Первый таргет. И второй, вот этот же ордер блок. Сам ордер блок, который откуда цена получила реакцию, этот же ордер блок является следующим таргетом. Плюс мы определили наш рейндж, и надо всегда смотреть, если мы здесь ожидаем одно откатное движение, да, в low, если это мы считаем, что это будет откатное движение и затем цена развернется, то по OTE мы должны всегда иметь уровни, откуда цена обычно разворачивается. То есть тут 3 уровня в основном. Вот это первый уровень, второй и третий. Цена уже вот пришла, протестировала второй уровень и получила реакцию. Остался последний уровень. Как мы видим, что пока телом здесь свечи, ни одна свеча не закрепилась на старшем таймфрейме. Все движения, вот эти, они были манипулятивными. То есть вот этот уровень, он будет решающим моментом. И этот, если цена, то есть отсюда спустится, этот rejection блок удержит, и потом телом после разворота закроется свеча телом на этом уровне, вот здесь. Вот тут, если закроется, все, можно потом рассматривать лонги, да? Но пока этого нету у нас, байс шортовый. Так. Я сделаю вот так, чтобы здесь стояло. Так, давайте посмотрим. Начинается Азия. Если смотреть, делать анализ по квартальной теории, то Азия у нас уже дает сигнал определенный, да? То есть она уже сделала консолидацию, то есть аккумулировала ликвидность здесь. И в лондонской сессии мы можем уже ожидать манипуляционное движение. То есть движение в Лондоне это будет точно уже манипуляция. Итак, цена находится внутри, вот, то есть цена где находится? Вот здесь, да, и теперь мы должны определить наш рабочий dealing range. Для этого мы берем вот этот low и этот high, вот. И я разделяю его, то есть можно через OTS смотреть, опять-таки, либо разделять на квадранты. Так, М15.
у нас идея была какая, да? Мы должны были спуститься вниз, продолжить это движение, вот это движение. Потому что, я уже сказал, здесь different delivery. То есть внутри MMXM модели формируется вот эта концепция. И вот это движение, это было дисплейсментом, то есть смещением. То есть смещение уже было. После смещения обычно цена должна здесь оставить имбалансы. И цена возвращается, тестирует этот имбаланс. И тут самый отличный вход, чтобы войти по направлению тренда. То же самое я делаю здесь, на S&P 500. Вот тут здесь уже видно, что цена делает смещение, и формируется уже разница. То есть S&P 500 делает глубокий откат, NASDAQ не делает, он уже разворачивается вот с этого уровня. Вот тут можно было уже входить в позицию. Я в понедельник не торговал, но торговали мои ученики. Так. И вот их трейды с понедельника. То есть вот здесь уже был вход, здесь стоп-лосс, и как раз это лондонская сессия. Вот это была здесь Азия. В лондонской сессии после смещения выполняется вход, таргет сюда. Первый таргет был здесь, второй вот тут. Вот take profit, вот уровень здесь. Вот low. Этот low был таргетом первым. Как мы видим, забрали таргет. Но глобальный таргет у нас. Так, начинается нью-йоркская сессия. В Нью-Йорке, так как здесь было уже смещение сильное, в нью-йоркской сессии, так, сейчас уберу это. Как я говорю, когда у вас происходит смещение, цена делает displacement, вот это displacement, то внутри displacement, внутри order flow цена всегда создает имбалансы. Вот у нас имбаланс. И эти имбалансы это отличная точка для входа. Если посмотреть на S&P 500, S&P 500 делает fail, NASDAQ делает тест вглубь этого диапазона, и тут сформируется у нас SMT дивергенция в начале нью-йоркской сессии. И это еще один сигнал, чтобы поймать движение по направлению шортового тренда. Здесь мы можем вот сразу таргетироваться в этот лоу, либо, учитывая то, что у нас здесь rejection блок 15-минутный, вот он, то цена по-любому получит реакцию от этого rejection блока, то есть сделает одно откатное движение, когда достигнет его диапазона. То есть либо 0,5 уровня этого диапазона. Вы можете таргетироваться либо на этот rejection блок, разделить его на квадранты, и первый уровень у вас будет 0,25. Так, квадранты. Вот. Вот сюда таргетируется. Затем уже, когда цена пробьет этот уровень, можно сюда целиться. И как мы видим, вот смотрите, цена приходит, забирает ликвидность, вот эту ликвидность, и это точно уровень 0.25, то есть EOFET, то есть Institutional Order Flow, Entry Drill. И отсюда цена получает реакцию, хорошую реакцию.
тут мы можем, так как это тоже алгоритмический сигнал, который говорит, что здесь сильный уровень сопротивления, и вы получили реакцию, свечи закрываются над уровнем 0.25, это говорит о том, что цена может сделать движение в обратную сторону теперь. И плюс надо смотреть, сформировали ли мы здесь SMT-дивергенцию. Так. SMT у нас есть. Вот она. Мы здесь сформировали SMT-дивергенцию, и цена получила реакцию от уровня 0.25. Здесь можно теперь поймать движение, откатное движение вовнутрь этого диапазона. Вот сюда. И таргетируется вот в эту ликвидность. Либо разделить опять-таки на квадранты и целиться именно на 0.25. Вот как мы видим, вот цена пришла, и этот диапазон 4-часовой, 15-минутный имбаланс удерживает цену. Вот, мы получаем реакцию. Ну, то есть день уже закрылся, это начало нового дня, но таргеты сработали. Идея пока валидная. То есть внутри расширения мы сейчас делаем по ИБДО-циклам одно откатное движение. Таргет все еще остается тот же самый. Вот этот лоу. В Азии мы уже достигли этого таргета вот здесь. Но не знаю, в Азии, если у кого-то дозволяет время, кто-то, если торговал, то можно было здесь поймать это движение. Цель была ясна, этот лоу. Но я здесь не торговал. Торговали мои ученики. Так, это было сейчас. Так, начинается у нас. По-моему, вот этот был, да. Да, вот это движение поймал один из моих учеников. Вот тут здесь он приложил скриншот от MetaTrader, но здесь, не знаю, можно, увеличить, к сожалению, нельзя. Но тут вот он выполняет вход и сюда целится. Вот его идея. То есть движение в Азии он поймал. То есть читать алгоритм это вполне возможно. Нужны просто правильные знания. Итак, продолжим. Дождемся, как у нас формируется... вот Лондон сформировался у нас. Это М15. Так, я это все удалю. По квартальной теории, здесь я уже начал торговлю. По квартальной теории у нас так, Q1 был X. И, соответственно, день здесь у меня формировался через формулу XAMD, то есть модель XAMD. И поэтому в Лондоне я ожидал, что цена будет в консолидации, и в Нью-Йорке цена должна была сделать одно манипуляционное движение, и после этого уже развернуться, и цена должна перейти от манипуляции к дистрибуции. Одну модель. LMXM самая, это так и отвечал, сам ICT.
MXM модель, если ее зазубрить, хорошо полностью изучить только даже одну модель, можно торговать только по PO3. То есть я покажу сегодня, что эта неделя она была классической моделью PO3. Можно любую концепцию взять, необходимо лишь хорошо изучить ее и работать только с ней. То есть можно работать одной моделью и быть прибыльным. Не обязательно комбинировать несколько разных концепций. Но если вы хотите внутри дня ловить много движений, понимать саму механику движения, да, для этого нужно знать, чем больше, тем лучше разных концепций. И потом все это сформировать в одну систему. Но чтобы быть прибыльным трейдером, достаточно знать одну модель, ожидать ее формирования и работать по ней. Как только у вас формируется знакомая конфигурация свечей, которая совпадает в вашей модели, все, вы можете уже работать по ней. Но только количество сделок у вас будет гораздо меньше, и вам нужно будет больше проводить за графиком, ожидая формирования вот этого всего. Минус единственный только в этом. Почему я начал углубляться в разные концепции? Чтобы я хотел понимать каждое движение и ловить больше трейдов. Поэтому у меня, то есть, как бы если оценить глубину знаний, то там достаточно. Итак. Здесь уже вот ребята, мои студенты здесь уже получили свои профиты. Это где здесь число? Вот 17, как раз вот 17 во вторник. Это 16 торговля. 900. Здесь вот сделал почти $1400 сделал за один день. Здесь уже второй день. 1000. Вот уже пруфы от MetaTrader. Вот. Студент заходил, поймал, вот это все движение он поймал, плюс еще и откатное движение тоже поймал. Так, теперь разберем вот это все, как здесь работали ребята. Ребята уже, по-моему, вот это движение ловили здесь, лондонское. Теперь здесь у меня был я работал вот так. То есть по квартальной теории у меня лондонская сессия была аккумуляционной сессией, и первый прорыв из диапазона у меня была манипуляционным движением, манипуляцией. Поэтому я здесь уже в выходе цены из диапазона лондонской сессии я открыл лонговые позиции тут. Таргетировался на buy-side азиатской сессии. Buy-side. Но учитывая то, что это был вторник, во вторник обычно цена часто делает такое движение, она не доходя до вашего таргета, явного таргета, она делает разворот. То же самое получилось и здесь. То есть с открытием нью-йоркской сессии цена сначала рванула по направлению таргета, но затем развернулась, так как здесь уже достигла таргета S&P 500, развернули цену, и мы упали еще глубже. Упали куда? Вот здесь я отметил эту линию, вот она. И давайте посмотрим, что это за линия была у нас.
вот тут я уже открывал позицию свою, вот так было, и таргетировался сюда. Вот так было. И вот цена пришла, не достигла этого таргета, но S&P 500, не S&P, значит Dow Jones, да, достиг. Какой-то из них, он дошел до этого таргета, сбрили. Да, вот Dow Jones, он, как всегда, в своей роли. И, в общем, здесь сформировали SMT-дивергенцию, затем цена развернулась и упала. Упала. И тут, вот смотрите, здесь у нас лондонская сессия, вот тут, вот она. И отсюда сейчас начерчу линию, вот она, эта линия. И что здесь делает цена? Почему тормозит? Вот цена забирает именно ликвидность лондонской сессии. Ликвидность лондонской сессии. И разворачивается отсюда. Плюс вот наш уровень от ОТЕ. Вот этот уровень ОТЕ. Это очень важный уровень. Здесь я открыл позицию. Вот тут я открыл позицию в лонговом направлении, то есть добавил. Все вот эти свои две открытые я держал. Почему я держал? Потому что вот это движение, которое сформировалось, то есть цена пришла до ликвидности и развернулась, не доходя, это сигнал, то, что хоть мы упали, это говорит о том, что цена сейчас придет обратно забрать эту ликвидность. Мы здесь временно создали временный хай. Сюда запрыгнули неосведомленные трейдеры, думая, то, что все, это разворот, и сейчас начнутся шорты, чтобы забрать вот этот sell side. Потому что тут прям явно видно, что здесь формируется MMXM модель, и конечная точка этой модели это вот этот low. Но это не всегда так бывает. Это не всегда так бывает. Когда вы работаете по MMXM модели, надо знать, куда таргетироваться. И тут мы развернулись, забрали сессионную ликвидность. Здесь разворачиваемся. И тут уже я опять, когда вошел, таргет был тот же самый. Вот первый уровень Take Profit здесь, второй уровень вот тут. Не этот хай лондонский, а вот накопление. И третий вот хай сессионный. Давайте здесь откроем позицию. И значит, первый у нас будет Take Profit уровень здесь, и второй будет вот это. Вот этот уровень. Почему сюда я таргетируюсь? Если вы хотите узнать, то приходите ко мне на курсы, и вы поймете, почему я сюда таргетируюсь. Все, и мы достигли, вот смотрите, все, Take Profit заработал, все отлично, прекрасно.
И если посмотреть теперь, здесь уже заканчивается день. День заканчивается. Сейчас я прокручу и к следующему дню. Давайте на М15 перейдем, что-то он медленно здесь. Вот на М15. И смотрите, цена откуда разворачивается. Именно вот с этого уровня, куда я поставил свой take profit. Те, кто целился на этот хай, они не получили свой take profit и закрылись без убытки, скорее всего. Большинство так. Поэтому надо знать, куда таргетироваться. И если хотите работать более точно, то приглашаю вас к себе на свои курсы. Итак, что мы здесь уже имеем? Тут сейчас... Так, закрытие дня. Вот оно. Давайте теперь проанализируем, что мы имеем к этому моменту на старшем таймфрейме. Так. На дневном. Каждый день вы должны делать анализ перед новым торговым днем. Если вы хотите понимать, куда двигается цена, каждый день надо делать анализ. Так, давайте удалю это все и заново прочертим. Итак, смотрите, что мы сделали. Мы сделали откатное движение вглубь. Здесь мы забрали ликвидность. И закрылась свеча внутри диапазона. То есть вот эта свеча, она удерживает все, потому что ни одна свеча не закрылась ниже этого уровня. Ниже не было закрытия. И мы имеем здесь еще непротестированную область дневного имбаланса. Получается, мы сначала спустились, забрали внешнюю ликвидность RL, и теперь у нас, после того, как мы забрали RL, цена всегда двигается циклично. То есть, кто знает, тот знает. Хочу вам просто это объяснить. То есть, вот так, да, если цена движется, оно всегда стремится сначала забрать RL ликвидность, затем спускается, чтобы забрать ERL ликвидность. Это внутренняя ликвидность, ERL. ERL это имбалансы. ERL это у нас всегда имбаланс. Вот. ERL имбаланс. А RL это previous day high, previous day low, previous week high, low, session high, low. То есть экстремумы. Экстремумы. Мы здесь как раз таки забрали previous. Так, здесь week, да, по-моему? Или day. Так, сейчас. 15. Да, мы тут забрали previous week low. Да, low предыдущей недели забрали, вот, видите? Поэтому это был у нас RL. И теперь самый ближайший ERL это вот этот диапазон. Вот он. Поэтому теперь внутри этого дня, следующего дня, таргетом будет вот этот хай первый. И затем вот этот диапазон дневного имбаланса. Так, если посмотреть, 8 часов. Калькуляция. Вот уже это трейды учеников. Вот это все трейды были учеников.
17. Это вот как раз вот этот день. Сейчас мы будем разбирать. Вот мои входы. Здесь. Внутри этого дня. Вот. А это уже тоже ученики. Это их сделки. И вот их отчеты. Теперь посмотрим это все в графике. Для этого мы должны теперь посмотреть, что у нас Азия сделает. Так, 15-минутный таймфрейм. Тут у нас рабочий рейндж будет вот этот. Этот high и этот low. И цена как раз спустилась в дискаунт. Вот. Этого рейнджа, дели рейнджа. Здесь у нас был имбаланс 15-минутный. Вот. И цена получает реакцию именно с этого диапазона имбаланса 15-минутного. И начинается расширение. Лондон, Азия делают сильное расширение, но здесь никто не входил, никто не торговал. Не я, может быть, студенты торговали, но я не торговал. Я зашел в Нью-Йорке. Так, 7 часов опять displacement. Так, где? Вот. Вот Нью-Йорк. Нью-Йоркская сессия началась. Что было здесь у меня подтверждением, да? Так, сделаем. Здесь я уже работал по MXM модели. По MXM модели. Если посмотреть, вот тут уже MXM модель сформирована, почти сформирована. Что я здесь использовал? Здесь я использовал мой инструмент Measuring Gap. И вот он мне показывал прям первый диапазон Take Profit, вот этот high, и второй диапазон вот. Здесь я выполнил вход и таргетировался первый Take Profit диапазон, вот он, этот high, второй сюда. Работал чисто по MXM модели. Здесь уже была вторая фаза Silver Bullet. Первая была вот тут. Здесь вторая фаза Silver Bullet по MXM модели. Поэтому вход был выполнен сюда. Вот я сразу сюда на второй уровень поставлю. На Take Profit 2. И посмотрим, как цена здесь отработала. И вот как раз цена сразу доходит до этого уровня. И как мы видим, прогноз был прям идеально точно составлен. И отсюда цена делает разворотное движение. Все, разворачивается цена, и день закрывается. Так, это был среда была. Вот первый. Вот вход, момент входа. Здесь ребята еще вот также отработали с Take Profit. И вот их данные показатели. Вот. Вход поймали в лонговом направлении. Вот. Это все студенты. Когда ты уже понимаешь алгоритм, ты начинаешь торговать в синхронизации, то есть на стороне алгоритма, а не против него. Это уже другой день. Вот. Здесь уже студент, он работал через STDV, отклонение, но суть одно и то же. То есть главное, чтобы результат был. Итак, здесь начинается снова новый день. Опять мы переходим на старший таймфрейм и смотрим, что мы здесь
сформировали. Итак, вот такая у нас обстановка на дневном таймфрейме. Мы видим то, что вот дневной имбаланс удерживает цену на дневном. Перейдем на H4. На H4 вот наш диапазон. Я этот уберу. Так. На H4 прям идеальный сигнал алгоритма. Почему? Потому что вот как мы видим, цена получает реакцию ровно от CE уровня этого имбаланса. Вот отсюда. И цену отталкивают вниз. Здесь получается реакция. Затем я делаю что? Я вот измеряю диапазон предыдущей свечи по квадрантам. Вот предыдущая свеча вот эта. И смотрю, как закрылась свеча вот эта. Она закрылась ниже уровня 0.5. Значит, к следующему дню я буду искать шорты. Потому что дисплейсмент здесь уже был. Вот смещение было здесь. Итак, давайте посмотрим, как здесь сформировался у нас азиатская сессия. Азия опять у нас делает аккумуляцию. И в Лондоне у нас начинается манипуляция. В Лондоне манипуляция. Тут я работал как? Вот у меня здесь был цист уровень. Был цист. Здесь было смещение, сильное смещение было. Я открыл позицию вот здесь. Вот так. На продажу. Сейчас я вам покажу эту сделку. Так. 10 РР. Вот у ученика здесь 10 РР он сделал. Студент. 14:00. А, это уже конец нью-йоркской сессии. И вот полная отработка его. О, довольно внушительная. Здесь очень большая дистанция, и он это все движение поймал. Браво, молодец. Плюс 19, 100 в безубыток, 25 РР. Благодарность мне за правильные знания. Всегда пожалуйста. Вот еще один. Зашел тут и вот закрытие здесь. Минимум 100 пунктов здесь цена сделала движение. И тут вот мой вход здесь. Вот я здесь вхожу. Первый уровень take profit, вот previous session low. Второй, а здесь вот тоже ученики работали по этому профилю, в шорт отработка. Второй take profit, вот она, здесь. Так. Итак, сразу вот сюда я поставлю, потому что до сюда цена дошла стопудово. У меня был еще третий уровень take profit, вот этот low. Но вы должны всегда быть внимательны, когда работаете с индексами. Надо всегда наблюдать за триадой, то есть за другими индексами тоже. Потому что внутри движения этого один из них может быстрее достигнуть этого таргета.
И вот мы видим то, что S&P 500 он достиг первее и сформировал SMT-дивергенцию здесь. Вот она. Поэтому я здесь закрыл позицию и все. То есть отработали только до второго. Вот у меня здесь был третий уровень, лоу предыдущего дня, но так как S&P 500 достиг этого уровня первым и сформировали SMT-дивергенцию, все, я больше не торговал. А вот входы были вот здесь зашел, тут закрылся, когда первый take profit отработал, закрылся. Затем открыл позицию, пришли в нью-йоркскую сессию, цена сделала откатное движение. Тут тоже можно было поймать это движение. Почему? Потому что внутри Нью-Йорка дали SMT-дивергенцию, вот тут. Вот. После этого SMT можно было бы заходить в позицию. Плюс вот цена опять вернулась в диапазон этого ордер-блока. Кто знает, как работать по ордер флоу, они здесь уже поняли, в чем дело. Да? То есть цена пришла и оттолкнулась именно от ордер-блока. И дальше по направлению к таргету. То есть, когда цена делает вот такой displacement, вот этот displacement называется смещение. Внутри него у вас всегда формируются имбалансы. Если отмечим, если посмотреть по телам свечей, ни одна свеча не закрылась выше диапазона этого имбаланса. Вот он, М15, ликвидность. Если посмотреть на линейном графике, вот цена, здесь удержали ее. Она выше не уходила. Вот тут можно было поймать вход, как я и сделал. Вот мой вход был здесь, вот отсюда. И таргетироваться уже на этот лоу. Затем этот день отработали, теперь это был четверг. Так, опять у нас Азия в консолидации, азиатский диапазон. И тут, стоп. Так. Вот. Здесь я вошел. Это на М5. Значит, на М3 надо смотреть. Вот. Вот тут был у меня цист. Цист был. Затем здесь был слом. Вот этот слом, брать за слом структуры, это рискованный момент. Самый очевидный слом здесь вот этот является. Поэтому новичкам не рекомендуется брать такие свинги за уровень слома. Лучше берите вот такие явные. Если у вас есть достаточный опыт, вы можете брать именно вот такие уровни. Если нет, то надо работать по правилам слома структуры. Вот тут был слом, и в позицию я входил здесь. Так, почему я здесь заходил в позицию? Потому что вот у меня здесь была аккумуляция, и первое движение, первый пробой из аккумуляции, это является всегда манипуляционным движением. То есть вот это манипуляция, да. Но я такие движения не беру за манипуляцию истинную. То есть
манипуляция, она должна сделать какое-то смещение и оттолкнуться от какого-то значимого POI. Тут этот ордер блок вот показал реакцию, да, на М15. Затем цена пришла уже вот в диапазон 15-минутного имбаланса. И здесь вот получила реакцию. Вот получила реакцию. Затем у нас было вот смещение было, displacement. Внутри дисплейсмента мы сформировали имбаланс. Так, я уберу это все. Вот этот имбаланс. И от теста этого имбаланса я выполнил вход. Ясно, да? И таргетом был вот Low Азии таргет первый. Второй эти равные relative equal lows. Первый таргет был здесь, Low Азии. Затем второй таргет здесь был. И третий вот тут был. Сейчас удалю все это. Я сразу сделаю вот так. И здесь вот ученики тоже хорошо заработали тут. Второй take profit заработал. Третий заработал. И четвертый. И вот сделки учеников. Вот, в шортовом направлении, в нападении была работа выполнена. Итак, вот сюда мы таргетировались, то есть последний таргет был сюда. Take profit 3, 2. И здесь 1. Давайте посмотрим, как отработало все. Мы видим, что, и вот за довольно короткое время все таргеты, они были взяты, отработаны. Это еще до открытия Нью-Йоркской сессии. Вот, до открытия Нью-Йоркской сессии. И теперь к этому времени у меня было два сценария. Либо, то есть два таргета. Либо цена сделает одно откатное движение и продолжит падение. Либо цена забрала здесь ликвидность, мы здесь сформировали SMT-дивергенцию, либо отсюда развернется. Почему? Потому что здесь цена уже пришла в значимый уровень. На дневном таймфрейме, если посмотреть. Так. Нет. H4. Так. Да, вот этот уровень.
Опять, кто знает работу Order Flow, он понимает то, что вот этот уровень, он сильный уровень. И нужно уже исходить от этого диапазона. То есть если сейчас закроется то есть за ним, вниз, в шортовом направлении, можно работать шорт. А если не дадут закрыться, значит будут лонги. И второй уровень, если будут лонги, то мы должны пробить этот уровень. Здесь, когда начался нью-йоркская сессия, не знаю, вот тут я не смог поймать никакого входа. Тут не поймал никакого входа. Лишь в ланческой сессии, вот тут я вошел. Я открыл позицию. Так, почему? Потому что это было одно откатное движение, манипуляция к ордер-блоку. Мы пришли к ордер-блоку, мы здесь сформировали SMT-дивергенцию. Сейчас. Вот он. Итак, здесь. Вот мы здесь сформировали SMT. Это был сигналом. Это было сигналом, как только... Так, на М1, по-моему. Да, на М1. Вот. Здесь был цист. Вот он. Затем вот тут был слом структуры. Слом. И тут вот это тоже уровень циста. Я открыл позицию вот здесь на тесте этого диапазона. Таргетировался на вот эти хаи. Но этот инвалид опять, как обычно, не дошел и развернулся. Дошел у нас S&P 500. И так у меня закрылся день с открытой позицией. Это была вот вся торговля внутри этой недели. Торговля моя и моих студентов. Как вы видите, неделя была довольно-таки очень успешной, прибыльной. Вот. Вообще отличное движение поймал здесь ученик. Здесь более 200 пунктов движения. Все эти трейды учеников. Довольно плодотворная неделя получилась. И теперь, что нас ожидает к следующей неделе? Начнем с месяца. Месяц еще не закрылся у нас, свеча также стоит. Так, а S&P 500. Так, SMT дивергенции пока у нас по месяцам тут нету. На неделе что у нас творится? Ну-ка, недельный таймфрейм. Делим это все. На недельном тоже SMT здесь нету в шортовом направлении. Но у нас есть на недельном таймфрейме теперь. Мы забрали ликвидность предыдущей недели, вот с sell side, закрываемся внутри.
Вот. И если делать анализ по candle range, то следующим таргетом должен быть вот этот buy side. И вот этот rejection блок, диапазон этого rejection блока. То есть цена должна подняться сюда, протестировать этот уровень диапазон rejection блока и развернуться. Должна развернуться. То есть почему? Потому что к этому моменту уже S&P 500 и Dow Jones, они обновят свои хаи, сформируют опять all-time high, и у нас будет сформирована SMT дивергенция. Скорее всего, с большей вероятностью у нас будет вот такой SMT. Здесь будут такое. И это будет сигналом для шортов. Почему? Потому что внутри, если разобрать, вот, у нас есть вот эта ликвидность, явная ликвидность. Это. И так, на H4. И есть вот этот диапазон 4-часового имбаланса, который еще не проторговлен. Вот этот. И я ожидаю то, что к следующей неделе цена будет уже двигаться в лонговом направлении. И отсюда получит реакцию, затем снова начнем падать. И теперь, если теперь это разберем, это все, вот это движение. Так, где у нас неделя началась? Вот тут, да? Сейчас, вот неделя. 9:15. У нас эта неделя, она формировалась через PO3 классический и по MXM модели. PO3 у нас был где? PO3 у нас был вот тут. В понедельник мы сформировали аккумуляцию, потому что цена осталась внутри диапазона пятницы, она не смогла пробиться. Это была аккумуляция. Затем мы во вторник сделали манипуляционное движение в sell side. Это была манипуляция. И затем была дистрибуция. После дистрибуции мы сделали одно откатное движение. Это был retracement. Это был retracement. И здесь должно быть продолжение вот этого расширения. То есть это дистрибуция. И здесь должна быть дистрибуция, должна продолжиться. Так, H4. Так, ордер блок. Вот это движение было манипуляцией. Почему манипуляцией? Потому что цена оттолкнулась от ордер блока. Поэтому по ИБДО циклам мои ученики должны знать, почему это манипуляция, потому что от ордер блока отходим. Но внутри вот этого всего цикла это было откатное движение.
Теперь по MXM модели. MXM модель была у нас. Сначала мы в начале недели сформировали ликвидность, кривую продаж, где мы сформировали вот эту всю ликвидность была сформирована в начале недели. То есть в понедельник и во вторник. Первая половина дня вторника вот мы формировали ликвидность. Затем со вторника началась кривая покупок у нас. Вот MXM модель уже buy curve. И тут у нас была оригинальная консолидация, то есть таргет. Мы пробили, закрепились, затем сделали одно откатное движение, чтобы ребалансировать уже вот этот рейндж. Вот этот рейндж. Если мы сделаем анализ по ОТЕ, вот цена прямо оттолкнулась от этого уровня. И пробили, опять обновили этот хай. А если смотреть уже через месячный профиль, месячный, квартальная теория, месячный цикл, у нас получается вот, это X, это X. Здесь была у нас аккумуляция. Мы здесь сделали манипуляцию, довольно неглубокая она была, но самая главная суть манипуляции — это забрать одну из сторон аккумуляционной фазы. То есть если мы вот так отметим аккумуляцию, вот это buy side, это sell side, и мы видим то, что вот sell side мы здесь забрали, зачистили. Здесь сформировали turtle soup. Так не видно, да? Не видно. Вот так видно. На 4-часовом таймфрейме прям классно. Вот turtle soup, потому что мы закрылись, забрали ликвидность и закрылись внутри диапазона. И тут начинается теперь дистрибуция. И дистрибуция, она выпадает, вот, последняя неделя месячного цикла, это у нас будет дистрибуцией. И первым таргетом у нас будет вот buy side аккумуляции. Затем вот этот хай. Отсюда мы должны уже развернуться, сформировать SMT-дивергенцию, развернуться. Либо будет продолжение лонгов, и мы можем обновить. Но я скептически настроен на это. Я думаю, что мы сначала упадем, потом продолжим. В общем, вот такие вот прогнозы. Посмотрим, какие у нас новости на следующей неделе ожидают. Итак, это январь, февраль. Вот. У нас будут в пятницу CPI. CPI в пятницу. То есть важные новости у нас будут в пятницу. Плюс в среду у нас рыжий, то есть господин Трамп выступает. Это тоже очень сильно может подействовать на рынки. То есть среда и пятница, они эти важные дни. Значит, у нас понедельник, вторник, это будет в консолидации. Цена может будет в консолидации понедельник, вторник. В среду будет манипуляция. И четверг, пятница расширение в одном направлении. Да? То есть как-то вот так. В понедельник, вторник мы можем еще будем находиться внутри вот этого рейнджа. Затем в среду
одно откатное движение и потом пробой. Затем в пятницу опять продолжение. Либо до пятницы дойдем до этого таргета, и CPI уронит цену. Как-то вот так. Ну, посмотрим. Прогнозы пока такие. Все, на этом все, ребята. Если есть вопросы, можете спросить, задать вопросы. Ну, по крайней мере, прогноз мой прям отработал хорошо. Прогноз, который был сделан 6 февраля, вот это все движение мы поймали. Цена как раз таки так и сделала. Вот мы поднялись в премиум сюда, затем сделали откатное движение, и тут развернули цену и продолжаем движение еще в премиум. Кто хочет небольшое объявление, да, если вдруг есть среди вас будут люди, которые в первый раз смотрят меня, у меня в YouTube в шапке закреплен телеграм-канал мой. Это открытый канал. Здесь собраны все необходимое по ICT методологии. Но у большинства проблема в чем? Сделать системную, то есть привести все в одну систему сложно, то есть торговать системно сложно по ICT. Если вы хотите научиться именно понимать движение, системно читать алгоритм, то добро пожаловать в мои курсы. У меня есть основной курс, где я полностью обучаю студентов. Результаты студентов вы видели. Вот. На примере этой недели, как они торговали, как они смотрят уже, как они видят. И плюс у меня вот в открытом канале здесь есть отзывы всех, кто так или иначе получил от меня какую-то пользу. Вы можете посмотреть, прочитать. Здесь отзывы студентов, отзывы обычных трейдеров, обычных людей, которые только начинают путь свой в трейдинге. То есть никакого обмана, никакой воды. Все только то, что касается трейдинга. Никто никого не собирается здесь обманывать, либо никакого скама тут нету. Если вы хотите учиться у реально понимающих людей, то добро пожаловать. Я сам обучался у трейдера Декстера, но до этого уже у меня был довольно-таки длинный путь, но отточил я свое мастерство именно под менторством Декстера. А Декстер — это ученик ICT. Он обучался напрямую у самого ICT. Так что я, получается, ученика ICT. Все, на этом все, ребята. Если нет вопросов, всего хорошего, хороших вам выходных. Так. Блин, из-за задержки тут все непонятно.